Существует ли мировое правительство? Все мы слышали об этом. Кто-то с усмешкой отмахивается, кто-то ведет тихую жизнь, опасаясь произнести вслух даже имя тех, кто якобы управляет всем на стене. Но что если это не выдумка? Что если за кулисами истории действительно существует некий невидимый механизм, который направляет цивилизацию по заранее определенному пути? Существует ли мировое правительство на самом деле? Этот вопрос будоражит умы уже не одно столетие. Начнем с того, что попробуем понять, как вообще могло возникнуть такое предположение. Еще в глубокой древности люди верили в существование неких тайных советов и орденов, которые якобы руководили судьбами империй. Вавилонские жрецы, египетские лжепророки, римские заговорщики – все они оставляли после себя странные записи, символы и легенды, намекающие на существование скрытых сил. Однако настоящий бум теорий о мировом правлении пришелся на эпоху Просвещения. Именно тогда начали появляться первые документально подтвержденные организации, такие как масоны или иллюминаты. Их деятельность вызывала бури споров, а некоторые исследователи до сих пор считают, что эти общества были лишь частью чего-то большего. Но давайте разберемся более конкретно. Если бы действительно существовало мировое правительство, то как бы оно функционировало? Очевидно, что прямое управление невозможно. Слишком много государств, культур, интересов. Значит, можно предположить, что такой механизм действует через влияние, через создание условий, при которых решения принимаются не национальными правительствами, а группами людей, находящихся вне поля зрения общества. Эти группы могут быть финансово независимыми, политически связаны между собой, обладать доступом к информации, недоступной обычным гражданам. Один из самых известных примеров такого влияния – Бильдербергский клуб. Это закрытая конференция, проводимая раз в год, собирает представителей крупнейших корпораций, банков, правительственных структур и средств массовой информации. Участники встречаются без участия прессы, без протоколов, без публичного освещения. И хотя официально говорится, что это всего лишь дискуссионная площадка, многие эксперты утверждают обратное. Они указывают на совпадение решений, принятых вскоре после таких встреч, изменения в политике, экономике, даже войны. Например, в 21 главе прошлого века именно после одного из таких мероприятий началось значительное усиление санкционного давления на одну из стран Европы, которое привело к ее внутреннему кризису. Также нельзя игнорировать роль международных организаций, таких как ООН, МВФ, Всемирный банк. Официально их задача – способствовать миру, развитию и сотрудничеству. Но если посмотреть на реальное распределение голосов, финансирование и влияние на политические процессы, становится ясно, что все не так просто. В этих организациях доминирует несколько ключевых игроков, чьи интересы могут перекрывать интересы других государств. Возникает вопрос: если такая структура способна влиять на законодательство, бюджеты, внешнюю политику целых стран, не является ли она частью некоего тайного правительства? Интересно, что идея управления через финансовую систему тоже имеет под собой основу. Центральные банки, частные банки, фондовые рынки – все это образует гигантскую сеть, где деньги перетекают туда, куда нужно. А кто стоит у истоков этого потока? Некоторые исследования показывают, что огромные финансовые империи принадлежат нескольким семействам, чьи корни уходят в глубокое прошлое. Рокфеллеры, Дюпон – имена, звучавшие еще в XIX веке, но продолжающие играть важную роль в современном мире. Их компании, фонды, инвестиционные структуры контролируют миллиарды долларов, а значит и возможности влиять на выборы, конфликты, кризисы. Есть также мнение, что мировое правительство может действовать через технологии. Сегодня мы живем в эпоху цифровизации, когда данные стали важнее нефти. Компании, которые владеют информацией, имеют власть над общественным мнением, поведением, потребностями. Кто сегодня знает вас лучше, чем вы сами? Алгоритмы социальных сетей, системы искусственного интеллекта, платформа электронной торговли – все это собирает информацию о каждом из нас, анализирует ее и использует для формирования желаемого поведения. Возможно, это и есть новое лицо мирового правительства, не людская элита, а цифровая система, которая сама по себе стала автономной и стала управлять человечеством.
Но если это так, почему никто ничего не делает? Почему миллиарды людей продолжают жить, как обычно, не замечая никакого контроля? Ответ прост. Потому что система работает почти без трений. Она дает возможность развиваться, достигать целей, становиться богаче, здоровее, образованнее. Лишь иногда случаются кризисы, конфликты, пандемии, моменты, когда общество начинает задумываться. Но даже в эти времена ответственность сваливают на случайность, ошибки, природные катаклизмы. Очень удобно. Не надо ни в кого верить, не надо ни в чем сомневаться. Просто плывешь по течению, не видя плотины вдалеке. Кстати, интересно, что в истории неоднократно появлялись люди, пытавшиеся противостоять этой системе. Некоторые из них исчезли, другие погибли при загадочных обстоятельствах, третьи вдруг поменяли свои взгляды. Например, один известный ученый, занимавшийся темой влияния финансовых структур на политику, был найден мертвым в своей квартире при необъяснимых условиях. Его коллеги говорили, что он собирался опубликовать книгу, которая должна была перевернуть представление о власти. Такое случается чаще, чем мы думаем. Это не доказательство существования мирового правительства, но, безусловно, повод задуматься. Еще один аспект – военные действия. Кто инициирует конфликты? Кто получает выгоду? История показывает, что часто конфликты начинаются не потому, что одна сторона хочет победить другую, а потому, что кому-то это выгодно. Оружейные компании, нефтегазовые гиганты, банки – все они зарабатывают на войне. И если учесть, что некоторые из этих компаний принадлежат одним и тем же семьям или структурам, возникает закономерный вопрос: возможно ли, что конфликты используются как инструмент управления, как способ перераспределения ресурсов, демонтажа старых элит, установления новых порядков? Посмотрите на события последних десятилетий. В одной из стран мира произошла революция. Граждане вышли на улицы, требуя перемен. Вскоре там сменилась власть. Кто финансировал эту революцию? Какие организации предоставили активистам связь, оборудование, обучение? Кто обеспечил информационное сопровождение? Оказывается, за этим стоят международные фонды, которые финансируются крупными банками. Получается, что изменение власти происходит не всегда по воле народа, а по воле тех, кто умеет направлять народные движения в нужное русло. Между тем, сторонники теории мирового правительства часто ссылаются на древние тексты и пророчества. Например, в некоторых эзотерических источниках говорится о существовании бессмертного совета, который якобы наблюдает за человечеством уже тысячи лет. Этот совет якобы состоит из представителей различных культур, религий, эпох, и его цель – сохранить баланс. По одной из версий, именно он стоит за всеми великими изобретениями, научными прорывами и даже религиозными откровениями. Если это правда, то мы имеем дело с чем-то вроде высшего разума, управляющего развитием цивилизации. Но если такой совет действительно существует, почему он не прекращает конфликты, болезни, нищету? Почему допускает страдания? Может быть, это часть какого-то большего плана, который мы пока не можем понять. Или, быть может, это всего лишь красивая легенда, созданная для объяснения хаоса вокруг нас. Ведь человеку свойственно искать смысл даже в хаосе, даже в случайности. С другой стороны, если бы существовало мировое правительство, оно должно было бы иметь некую структуру, иерархию, правила. Но в реальности мы наблюдаем постоянную борьбу интересов, конфликты внутри элит, разногласия между различными группами. Это не похоже на работу единой машины. Скорее, это напоминает поле боя, где каждая сторона пытается получить преимущество. Возможно, идея единого управления – всего лишь миф, созданный для того, чтобы объяснить необъяснимое. Для того, чтобы найти виноватого в том, что мир несовершенен. Тем не менее, факт остается фактом. Влияние на мир сосредоточено в руках немногих. И если эти немногие не составляют единой команды, то они все равно формируют общее направление развития. Они создают правила, по которым живут остальные. Они устанавливают цену на нефть, решают, какие государства будут развиваться, а какие нет. Они определяют, какие технологии будут внедрены,
а какие заблокированы. Они решают, кто станет президентом, а кто уйдет в историю. И если это не мировое правительство, то что же тогда? Однако важно не терять голову. Нужно помнить, что любая теория – это всего лишь гипотеза, которую необходимо проверять фактами. Существует множество исследований, которые опровергают наличие какой-либо централизованной власти. Есть аналитики, которые доказывают, что мир гораздо более хаотичен, чем кажется, и что даже самые влиятельные люди не в состоянии полностью контролировать ситуацию. Поэтому подходить к теме следует с осторожностью, не позволяя страху и паранойе взять верх над разумом. Но если даже отбросить все догадки, то одно остается неизменным. Власть – это не только то, что находится на поверхности. Власть – это информация, это связи, это возможности влиять на решения, не называясь. И если кто-то обладает этими возможностями, то он уже ближе к управлению миром, чем любой из нас. Поэтому вопрос о существовании мирового правительства остается открытым. Мы можем спорить, рассуждать, строить теории, но пока нет явного доказательства, мы не можем утверждать наверняка. Однако одно можно сказать точно – наш мир гораздо сложнее, чем кажется, и за каждым событием, кажущимся случайным, может скрываться чей-то замысел. Именно поэтому так важно быть внимательным, задавать вопросы, искать информацию, не принимать все на веру. Только так мы можем понять, как устроен мир и какое место в нем занимаем мы сами. Не нужно бояться истины. Нужно стремиться к ней, даже если она окажется страшной. Потому что знание – это единственная защита от манипуляций. А теперь, когда вы узнали все это, не спешите делать выводы. Погрузитесь глубже. Узнайте историю, экономику, политологию, философию. Обратитесь к источникам, сравните мнения, проведите собственный анализ. Возможно, вы станете тем, кто найдет ответ на вопрос, который не дает покоя человечеству уже сотни лет. Не бойтесь искать правду. Правда – это не враг, это наш союзник. И только через поиск правды мы сможем построить будущее, основанное на справедливости, свободе и осознанности. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.